серпянка, односторонний алюминиевый уголок, обычный алюминиевый уголок, бумажная лента с металлическими вставками, углоформирующая лента Straight Flex Tough Tape, углоформирующая лента Medium, углоформирующая лента Original, Arch Flex, Uno Bead, Mid Flex. И это еще не все материалы. Так что же выбрать для отделки углов при таком большом разнообразии? Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Очередная серия моего проекта «Переделка хрущевки от А до Я». В этом ролике я покажу, как формировать внутренний угол, какие есть способы и варианты. Также покажу все варианты оформления внешнего угла. Еще покажу, как выполняется примыкание рамы окна и гипсокартона. Об этом писали в комментариях. Я покажу все способы, которые встречал за последние 10 лет. Какие-то материалы безнадежно устарели, какие-то используются эпизодически. Ну и, конечно же, самые передовые технологии. Я разберу специально все случаи, и рабочие, и нерабочие, потому что реально встречаются люди, которые могут вам в угол вклеить бинт на шпатлевку. Когда я только попал в отделку, а это было больше 10 лет назад, популярен был очень способ армирования углов обычной серпянкой. Этот способ в принципе не рабочий. Если вам вдруг ваши отделочники будут предлагать сформировать угол при помощи серпянки, то отказывайтесь. Но я все равно его покажу, потому что такие люди есть. Серпянка полезный материал, но его нужно использовать по назначению для армировки каких-то стыков, швов. Продавцы на рынке, в магазинах очень часто обсирают серпянку, говорят, что вот она вот вся прям разлазится и ничего она не держит. На самом деле это все маркетинговый ход. Если серпянка заармирована в каком-то составе, допустим, в рустовых швах гипсокартона при помощи унифлота, то вы никогда в жизни ее не порвете. Она свою функцию будет выполнять. В качестве клеящего состава использовался абсолютно любой материал. Шпатлевка, гипсовая, акриловая. Наносится материал в угол и вклеивается серпянка. И снимаются излишки шпатлевки. В теории предполагалось, что серпянка армирует угол. По факту, да, она угол армирует, но таким материалом четкую линию двух плоскостей сформировать невозможно. Способ не рабочий. Он применяется эпизодически, где надо что-то заармировать, но формировать внутренние углы сейчас нецелесообразно. Потом появилась бумажная лента. Это казалось каким-то чудом, но с этой лентой сразу же возникли определенные проблемы. Во-первых, она сама по себе слабенькая. У бумажной ленты нету, по сути, нормальной линии сгиба. То есть какая-то вот тут вот обозначена, но когда ты начинаешь ее загибать, она все время норовит уйти в сторону. Бумажную ленту клеили тоже на шпатлевку. Какая возникает проблема с бумажной лентой? То если вы очень сильно выдавливаете шпатлевку, для того, чтобы максимально плотно ее прижать к стене, получается, что не остается армирующего слоя. Фактически под бумагой нету клеящего состава. И после высыхания она просто отваливается. Для того, чтобы она держалась, нужно было оставлять какой-то слой шпатлевки. Но тогда получался бугорок. Тогда получается наслоение. Плюс ко всему, бумажная лента, если вы ее очень сильно хорошо разглаживаете, то она коробится. Это тоже не рабочий вариант. Такую ленту использовать нецелесообразно. Следующим этапом была бумажная лента с металлическими вставками. Когда она появилась, казалось, что круче просто ничего нет. То есть вот эти вот металлические вставки, они выполняли такую функцию жесткого угла. Как и для внутреннего угла, так и для внешнего. Но у этой ленты точно такие же недостатки, как у бумажной. Во-первых, клеящий материал очень плохо клеится к металлическим пластинам. И бумага точно так же. Если вы чуть-чуть выдавливаете больше, чем нужно, то эта лента отклеивается. Причем, что если у вас появляется пузырь в районе железа,
то тогда для того, чтобы убрать этот пузырь, надо это все вырезать или малярным ножом, или чуть ли не болгаркой выпиливать, и потом все замазывать унифлотом. Наносится шпатлевка и приклеивается лента металлической стороной внутрь. Излишки выдавливаются. Еще эта лента закругляет немножко угол за счет вот этих вот полосок, которые идут внутри. Бывает так, что сейчас эту ленту приклеил, она держится нормально, но как только шпатлевка высыхает, появляются где-то какие-то бугорки. К сожалению, эта лента не прижилась. Ну, по крайней мере, у меня. Сейчас я знаю, что некоторые компании, опять же, эту ленту продвигают. Но продвигают почему? Потому что других вариантов у них нету. Затем наступила эпоха композитных углоформирующих лент. Красная самая тонкая лента Tough Tape, средняя Medium и самая толстая Original, оригинал, оранжевая. Самая тонкая красная в Tough Tape, средняя Medium и оранжевая самая толстая. Эти все ленты, они предназначены для внутренних углов. Это композитные ленты, которые лишены всех недостатков тех лент, которые я показывал до этого. Они не отклеиваются от минимального слоя шпатлевки, они отлично формируют угол. Плюс ко всему они очень крепкие. Такую ленту, ее вот так вот просто невозможно порвать. Ее можно порвать только с большим усилием поперек. Плюс у этих лент очень точно обозначена линия сгиба, и сгибая в одну или в другую сторону, вы не ошибетесь. Сейчас некоторые товарищи клеят эти ленты неправильно. Получается, что у ленты мохнатая сторона – это внутренняя сторона, а гладкая сторона с рисунком – это внешняя сторона. Так вот, некоторые отделочники в России клеят наоборот. Они гладкой стороной с рисунком клеят ее в угол, а мохнатой стороной наружу. Мохнатой стороной надо клеить к шпатлевке. Это сделано специально, чтобы лучше держалась шпатлевка. Для всех внутренних углов при подготовке под покраску я использую красную ленту Tough Tape, потому что она самая тонкая и самая дешевая. Сейчас я покажу, как она клеится. Шпатлевка наносится на всю длину. Затем я использую маленькую гребеночку и снимаю все лишнее. Дальше отмеряю необходимый по длине кусок. И предварительно его сгибаю. Эта лента, она не боится вот таких вот заломов. То есть для нее это не страшно. И просто приклеиваю. Теперь просто из-под ленты выдавливаю излишки шпатлевки. Формировался очень четкий угол. Плюс ко всему лента защищает угол от появления трещин. Особенно это актуально в панельных домах. Трещина появляется, но она образуется под лентой. У этих двух лент назначение точно такое же. Единственное, что они просто толще. Они могут держать большую нагрузку. Сейчас я таким же образом проклею все оставшиеся углы в квартире. Переходим к внешнему углу. Я покажу, с какими материалами за все время я работал и что я думаю по каждому материалу. Также при помощи шпателя я покажу, насколько каждый материал, будь то уголок или углоформирующая лента, отходит от плоскости. То есть какую потом надо делать подтяжку шпатлевкой. Первый материал, с которым я начал работать, это обычный алюминиевый уголок. С этим материалом многие работают и сейчас, и я работаю с этим материалом. Все зависит от задачи. Если я прихожу на объект, и там кривые углы, я делаю косметику, то угол можно выровнять при помощи вот такого вот алюминиевого уголка. Важно, есть уголки алюминиевые, есть железные оцинкованные. Вот если вы используете алюминиевый уголок, то, соответственно, он не ржавеет.
Если вы используете оцинкованный, он может ржаветь, может не ржаветь. Когда вы его поставили, поводили по нему шпателем, оцинковка содралась, и в этом месте он начинает ржаветь. При помощи такого уголка можно сформировать угол. Хоть на сантиметр выставить, подмазать и потом уже по нему выровнять все основание. Есть два способа монтажа таких уголков. Вот на такой красивый угол и во время штукатурных работ. То есть он вмуровывается в штукатурку. Также можно брать фрезер. Фрезер для фрезеровки углов, делать нишу и туда его втапливать. Фрезер я бы сейчас показал, но его надо собрать. Какая основная проблема алюминиевого уголка? Это то, что у него очень большое отклонение от плоскости. Фактически очень много потом оттягивать. Еще встречаются вот такие вот односторонние уголки. Он в принципе удобен в работе, но продается не везде. То есть я такие уголки находил только в Бресте, потому что их привозят из Польши. В чем преимущество уголка? Что уголок можно поставить, в зависимости от материала, на который вы его ставите, на фактически любое расстояние, которое вот имеет сам уголок. Его можно хоть на сантиметр в сторону отставить. На финишную шпатлевку я его слишком не смогу поставить далеко, но преимущество алюминиевого уголка то, что у него вот этот вот край, он твердый. Его можно использовать как маяк для оттяжки углов. То есть в принципе уголки еще рано списывать, скажем так. При удобном случае их в принципе можно использовать. Но вообще уголки лучше ставить не на финишную шпатлевку, конечно же, а на обычную. И преимущество уголка в том, что уголок можно как угодно спозиционировать. Вот, допустим, выдвинуть его там на полсантиметра и подшпатлевать шпатлевочкой. Он схватится, а потом дальше оттянуть всю плоскость. Бумажная лента. Бумажную ленту на внешний угол вообще не вариант клеить. Я знаю, что некоторые умудряются ее приклеить, но целесообразности этого я вообще не вижу. Она не формирует угол. Фактически угол формируется при помощи шпатлевки. Вот это вот первая лента, которая появилась, и на нее были очень большие надежды. Но по факту этой лентой угол сформировать тяжеловато. И у нее есть те самые проблемы: плохое прилипание железа к штукатурке и бумаге. Еще бывает, что когда вы ее приклеите, шпатель прорывает бумагу, если это все делать неаккуратно. Получается вот такая вот штука. Углоформирующие ленты Original, Tough Tape и Medium. Они вообще предназначены для внутренних углов, но у нас их народ стал клеить на внешние, потому что надо очень мало оттягивать. И единственный момент, что если вы ее клеите на внешний угол, то ни в коем случае не клейте ее на шпатлевку, потому что от шпатлевки на внешних углах они пузырятся. Обычно используют какой-то клей типа Бостика или ПВА водостойкий. Или сейчас вместо Бостика очень популярен полимерный клей аналогичного назначения. Тогда она приклеивается намертво. И получаются красивые внешние углы. Ленты Stride Flex, которые предназначены для наружного угла. Первая лента — это Arch Flex. Она предназначена для арок. И такой лентой можно сформировать полукруг. Так как у нас в Беларуси арки практически вообще не делают, то такие ленты заказывают только из России. В Беларуси их практически никто не использует. Вот где-нибудь на Кавказе там тема арок очень популярна, поэтому там это актуально. Но эту ленту можно, кстати, использовать как просто для внешних углов. Дальше две одинаковые ленты Midflex. Единственное, что это Midflex 300 мм, это Midflex 250 мм, а так они абсолютно одинаковые. Получается довольно-таки крепкий внешний угол. Она очень хорошо приклеивается, с ней удобно работать, но единственное, что угол получается немножечко кругленький. Эта лента тоже может приклеиваться как на клей, так и на шпатлевку. Как клеится Midflex? Вот 300-ю приклеим. Наносится шпатлевка, гребеночкой снимаются излишки,
и приклеивается лента. Разглаживается шпателем. Несмотря на то, что угол получается немножко кругленький, но мне реально нравится эта лента, потому что угол получается очень крепкий. И именно для внешних углов эта лента разрабатывалась. Толщина у нее всего лишь миллиметр, то не такая уж и большая оттяжка получается. 250-я точно такая же, просто она по ширине чуть-чуть меньше. А так все то же самое. Относительно новая лента Unibit. И у этой ленты еще есть, у нее такая вот фальцовка с загибом. То есть получается, что когда вы отшпатлевываете эту ленту, то она скрывает боковину, потому что фальцовочка с таким чуть-чуть вылетом сделана. То есть получается тоже довольно-таки крепкий угол. На данный момент вот эта вот лента, в принципе, она самая, наверное, для внешних углов оптимальная. Излишки снимаю гребенкой. Тоже получается очень аккуратный угол. Если у вас углы не оттянуты, по какой-то причине в процессе штукатурки они у вас остались такие неаккуратные, то на такие углы ленту клеить нельзя. Обязательно их надо подровнять, потому что лентой вы не сможете их выровнять. Предварительно надо угол подмазать штукатуркой, сделать, чтобы он был аккуратненький, оттянуть его, а потом уже клеить ленту. Ну а если вы используете алюминиевый уголок, то при помощи уголка вы можете поднивелировать углы, соответственно, поправить его, подтянуть при помощи штукатурки или шпатлевки. В общем, при помощи малярного уголка вы сможете исправить все косяки по углам. Ленты нет. На два внешних угла, которые здесь проходные, я поставлю Midflex, так как это максимально крепкий угол. А вот на окна я поставлю Unibit, потому что минимальная оттяжка и тоже, в принципе, относительно крепкий угол получится. Как делается примыкание откоса из гипсокартона к оконной раме? Вообще, сразу хочу сказать, что очень много было в комментариях по откосам вопросов, почему не штукатурил. Я откосы и штукатурю, и делаю из гипсокартона. В данном случае, с учетом слоев, что здесь слой был 6 сантиметров сверху, мне было проще сделать из гипсокартона, потому что накидывать 6 сантиметров штукатурки к бетонной балке, там армировать чем-то, сетку какую-то набивать я не хотел. И в процессе эксплуатации в нашем регионе, вот в Беларуси, откосы из гипсокартона работают нормально. То есть если где-то вы живете на крайнем севере, где большие перепады, у вас постоянно здесь все влажное, мокрое, то тогда, возможно, вам, конечно же, лучше штукатурить. Причем даже не гипсовой штукатуркой, а цементно-песчаной, а известковой даже. В нашем случае здесь на окнах конденсата практически нет. Проблем с этим не возникало. И очень многие у нас делают откосы именно из гипсокартона. Так, вырезать гипсокартон, чтобы прям плотничком подогнать к раме, у вас не получится. Поэтому, когда вы подгоняете гипсокартон, здесь получается где-то есть щель, где-то нету. Вот это вот все надо расшить. Что значит расшить? Это чуть-чуть подрезать гипсокартон, чтобы туда можно было замазать каким-то составом. Состав может быть какой? Это может быть унифлот, подобие унифлота. То есть у меня вот сейчас вот я купил какой-то унишол белорусский, это аналог унифлота, просто он дешевле в 3 раза. Это может быть клей для гипсокартона, это может быть штукатурка, в общем, это может быть все что угодно. Сейчас я просто расшиваю гипсокартон к раме и вот эти вот стык верхнего листа гипсокартона и бокового. Смысл всего этого действия расшить, чтобы можно было замазать раствором, потому что если щели не будет, то раствор держаться не будет. Стык гипсокартона и рамы я расшил. Теперь надо все пропылесосить и загрунтовать. Значит, здесь, когда я приклеивал
скотч красный, ленту ПВХ для защиты окна. Я специально так буквально заходил на 1 мм, на 1-2 мм, чтобы оставалось до откоса. То, что я в этом месте раму пачкаю грунтовкой, это не страшно, потому что потом все равно это все будет силикониться. Замешиваю унифлот, вернее белорусский аналог унифлота. После того, как я его замешал, начинаю заполнять шов. Черновое примыкание я сделал, шов заполнил унифлотом. Дальнейшие действия я уже покажу на малярных работах. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!